Вчерашнее сильное волнение начало стихать ближе к вечеру. Уже ночью мы спали в полной тишине и сейчас с удовольствием встаем на спокойную воду. Сегодня мы идем вдоль самого популярного и самого посещаемого участка Большой Байкальской тропы. Тропа на протяжении 50 километров идет по берегу Байкала и соединяет поселки Листвянка и Большое Голоустное. Она богата на шикарные виды, в чем мы и сами убедились еще 3 года назад. Лицезреть все эти красоты с воды нам сейчас вдвойне интереснее. Вскоре показались ослепляющие своей белизной известняковые скалы Пади Малой Кадильной. К этому моменту мы прошли около 7 километров, поэтому решили остановиться на небольшой отдых. Только мы вышли на берег, как с двух сторон по тропе прошло несколько групп туристов. Людей здесь очень много. Встречаются как однодневные туристы, идущие налегке, так и с большими рюкзаками, приехавшие на несколько дней. Однако странно, что туристов-водников практически не видно. Один раз мы встретили пару на байдарке недалеко от бухты Песчаной, и пока что на этом все. Идется сегодня на удивление легко. Сзади нас подгоняет легкий ветерок. Примерно через полчаса после отдыха подходим к мысу Большому Кадильному. Это один из немногих крупных мысов на этом участке. На нем стоят домики, это кордон Прибайкальского национального парка и один из его туристических приютов. К мысу спускается падь Большая Кадильная. Название связано с известняковым карьером, находившимся рядом с мысом, в котором раньше жгли или кадили известь. Впереди показалась высокая отвесная скала. Это известная достопримечательность Чертов мост или Чаячий утес. Чертовым мостом скала была названа благодаря расщелине, через которую шла первоначальная тропа. Через нее был перекинут примитивный мостик, идти по которому было очень страшно. Позднее для удобства и безопасного прохождения в скале была вырублена полка. Чаячьим утес назван за поселение на скале колонии монгольской чайки. Чаек в этом месте бывает очень много, а если им еще и что-то не понравится, они поднимают жуткий гвалт. После мыса Соболева показалась следующая крупная и известная скала – Скрипер. Такое необычное для этих мест название скала получила по названию машины скрепер. В соседней паде Большой Сенной в прошлом добывалось золото, и эта машина использовалась для резки и отсыпки грунта. После полудня начала подниматься волна. Через некоторое время мы остановились в паде Варначий на обед. Народу здесь было очень много. За время обеда прошло, наверное, около 100 человек. С дровами, естественно, все плохо. Пришлось подниматься за сушняком высоко по соседнему склону. Пообедав, встали на воду. Немного отойдя от стоянки, были неприятно удивлены. Ветер поднялся нешуточный, а волна стала очень высокой. Поначалу идти было сносно, но вскоре руки начали уставать. Ветер старается развернуть байдарку, волна стремится ее опрокинуть, а мы всеми силами пытаемся этому воспрепятствовать. Постепенно ветер с волной начали прижимать нас к берегу, а берег, как назло, оказался обрывистый и скалистый. Вчера такие же встречные были. Сейчас пройдет вот эта гигантская. Надо будет левее. О! Левее брать. Да. Давай двумя греби, чтобы вдоль берега идти. Тут пока вроде бы ветра нету. Не разворачивает. Но главное нас, чтобы к берегу не прижало.
Там сейчас за скалу повернем, найдем какое-нибудь ровное местечко, выйдем. Меньше всего сейчас хочется, чтобы нас прижало к скале. Волны с пеной разбиваются о них, несладко там придется и нам. Ага. Что, намочила? Так, слишком близко к скале, надо чуть левее отходить. Доска какая-то, офигеть. Как обычно это бывает, скала заканчиваться не спешила. В общей сложности все эти каскадерские приключения продолжались у нас около часа. И когда уже руки практически не слушались нас, а волна будто стала более свирепой, впереди показалась пасть черная с заветным пологим берегом. С трудом выйдя на берег, поначалу распластались на гальке и какое-то время просто лежали, приходя в себя. Поскольку намека на то, что сегодня что-то может поменяться на воде, не было, решили здесь же остановиться на ночлег. Надо только найти какое-то более уединенное место, потому что по тропе все так же ходят толпы туристов, и ставить палатку возле нее не хочется. Сегодня стали подальше от воды, поскольку там практически по краю проходит тропа, люди ходят. Людей очень много здесь между Листвянкой и Большими Котами. Иногда толпы ходят, иногда просто по отдельности, там небольшими группами по 2-5 человек. Мы прошли сегодня опять не так много, как хотелось бы, потому что под конец, сами видели, там волна просто ужасная поднялась. Иногда прям выше, наверное, наших плеч была, вот такой высоты. Было даже немножко страшновато. Вечером решили порадовать себя блинами, но в падине оказалось дров, все подчистили туристы. Пришлось пройти немного по тропе до соседнего маленького распадка. Там когда-то был лесной пожар и нашлось несколько упавших обугленных сосен, с которых удалось наломать достаточно дров. Уснули сегодня очень хорошо. Правда, пока засыпали, земля под нами качалась после сегодняшнего экстремального послеобеденного заплыва. Ночью разразилась гроза, пошел сильный дождь, который нас разбудил. Утром все вокруг мокрое, но погода вроде бы наладилась, небо чистое. Однако легкий ветер все же поднимает небольшую волну, но мы надеемся, что она не будет сильно мешать нам плыть. После завтрака в 8 часов 15 минут выдвигаемся. Продолжаем идти вдоль крутого скалистого берега. Но в отличие от вчерашнего, сегодняшний он выглядит более дружелюбно, и впечатления от него более положительные. Среди сосен начинают мелькать цветные одеяния туристов, уже вставших на тропу. Местами со стоянок взвивается дым разводимых костров. Но вскоре основная тропа отходит от берега. Он становится очень крутым, появляются скальные обрывы. Здесь проходит один из самых опасных участков Большой Байкальской тропы. 5-километровый ее отрезок идет до самого поселка Листвянка. Тут на берегу впервые за долгое время мы увидели крупную группу туристов с байдарками. Сделав небольшую передышку на мысе Лиственничном, заходим в акваторию поселка Листвянка.
40 минут, 1000 рублей с человека, комфортабельный теплоход «Портовый» ждет именно вас. В Листвянке мы решили остановиться на обед и, как обычно, там, где есть кафе, пообедать бурятскими позами. Для этого остановились в устье небольшой речушки Крестовки. Неподалеку есть кафе с бурятской кухней. Вика сходила за позами в кафешке неподалеку от места, где мы остановились. Горячие прям. С пылу, с жару. Горяченные. Блин, вкусно очень. Класс, да? Рекомендую. После обеда направляемся на мыс Рогатка и исток реки Ангара. Поселок Листвянка сильно вытянут, поэтому мы еще долго идем вдоль него. От мыса Рогатка начинаем пересекать Ангару там, где она только начинается. Напомню, это единственная река, вытекающая из Байкала. Идем в сторону поселка Байкал. Неподалеку в русле Ангары есть еще одна известная достопримечательность – Шаманский камень. Но мы решили не делать 2-километровый крюк до него, тем более, что на воде здесь очень интенсивное движение. Приходится постоянно оглядываться, потому что есть подозрение, что не всегда нас хорошо видно издалека. В поселке Байкал, помимо одноименного порта, находится конечная станция Кругобайкальской железной дороги. Ну а мы, соответственно, начинаем отсюда свое движение вдоль этой исторической достопримечательности. Находимся мы сейчас в крупном заливе Лиственничном. От берега далеко не отходим и идем на мыс Зобушка. На мысе короткий отдых. Невысокие горы Алхинского плато, спускающиеся и круто обрывающиеся в Байкал на этом участке маршрута, сильно иссечены многочисленными распадками. Они покрыты густой тайгой, а сама местность здесь заселена слабо. Узкая полоса железной дороги с немногочисленными базами отдыха и несколькими маленькими поселками на ней – вот и вся цивилизация на многие километры вглубь плато. Время 3:30. Мы начинаем подыскивать места для ночлега. Пока что присматриваем, но можем и остановиться. Сейчас вот возле этой бетонной подпорной конструкции хочу посмотреть местечко. Здесь рядом тоннель, по-моему. Кострище. Тут, возможно, палатку можно поставить. Ну, сейчас будем думать. Однако место все же показалось нам не очень уютным, и мы продолжили поиск. Стоянок на Кругобайкальской железной дороге много, место популярное и посещаемое, поэтому найти что-то более приемлемое можно. Стоянки отмечены на ОСМ-картах, поэтому несложно подсчитать, сколько времени займет переход от одной к другой. Так мы наметили себе стоянку возле одного из тоннелей и, подойдя к ней, вышли осмотреться. Вышли посмотреть еще одну стоянку. Вроде бы тут хорошо, но очень высокий крутой подъем по острым камням. Я сейчас хочу пешком пройтись до следующей стоянки. Тут метров 400 где-то. Посмотрю, что там из себя представляет подъем. Подниматься на эту стоянку не захотели еще по одной причине. Во время постройки железной дороги и тоннелей, в частности, на берег около них выброшено много породы. Выемка производилась либо вручную, либо динамитом, поэтому у камней очень острые кромки, о которые можно легко порезать байдарку, либо пораниться самому, если оступиться на крутом склоне. В паде Гладилиха, где находится стоянка, меня встретила табличка, предупреждающая о наличии медведей. Но само место оказалось хорошим, а подход к нему очень удобным, поэтому быстро сбегал за Викой, и мы начали располагаться.
После ужина решили прогуляться вдоль путей. Уже позже, около полуночи, когда мы легли спать, меня начали беспокоить неприятные ощущения на бедре. Проснувшись и подсветив фонариком, обнаружили клеща. Видимо, подцепил где-то во время этой прогулки. Около 2 часов ночи разбудил проезжающий рабочий поезд. В темноте казалось, что колеса стучат прямо у головы. Однако в плане острых ощущений всех переплюнуло утро следующего дня, когда ровно за минуту до будильника нас разбудил чей-то рев со стороны леса. Удаляется. А тут возле нас как кто-то мяукнул или что это было? Тоже показалось. Кто-то маленький как будто, да? Угу. Из-за мяуканья со стороны воды мы подумали, что рычит рысь. Но позже знающий человек сказал нам, что это был всего лишь рев косули. За мяуканье мы приняли крик утки-огоря, поэтому решили, что из леса мать-рысь зовет своего потерявшегося котенка. В тот момент нам, конечно же, было страшновато, фантазия разыгралась, и мы на всякий случай даже пальнули сигналом охотника. После завтрака и сборов начинаем очередной ходовой день. Сегодня продолжаем идти вдоль Кругобайкальской железной дороги, поэтому, думаю, стоит вкратце рассказать о ней. Кругобайкальская железная дорога, или сокращенно КБЖД, а точнее сохранившийся ее участок от станции Байкал до станции Слюдянка, строился с 1896 по 1905 годы. Его длина составляет 89 километров, однако полностью КБЖД была гораздо длиннее. Изначально она соединяла Иркутск и станцию Мысовая, ныне город Бабушкин, и имела протяженность более 300 километров. Первоначальной задачей КБЖД было соединить ранее построенные участки Транссибирской магистрали, а когда это произошло, ее стали называть «золотой пряжкой Транссиба». Однако с 1949 года на Транссибе был пущен новый участок Иркутск-Большой Луг-Слюдянка. После строительства Иркутской ГЭС уровень Ангары поднялся, участок Иркутск-станции Байкал оказался под водой, и КБЖД стала тупиковой. В настоящее время ее отрезок между Слюдянкой и станцией Байкал используется для пассажирских и туристических перевозок. Но именно этот участок и стал в настоящее время самым популярным и не только у туристов. Все потому, что здесь сосредоточено просто колоссальное количество инженерных сооружений на относительно небольшом расстоянии. Появились они из-за сложного рельефа, на котором велась стройка. Всего было насчитано 38 тоннелей, 16 отдельных галерей и 41 примыкающая к тоннелям, 248 мостов и виадуков, 6 из них крупные, и около 280 подпорных стенок. Учитывая, что все работы велись вручную и вместе с этим делались выемки породы, которая в основном представлена скалой, размах произведенных работ очень впечатляет. Именно поэтому на Кругобайкальской железной дороге часто можно встретить пеших туристов, желающих вблизи посмотреть это чудо инженерной мысли. Но позволю себе заметить, что рассказать вкратце о КБЖД – это практически не рассказать ничего. Поэтому рекомендую почитать интересные статьи о ней. В описании к этому видео оставлю несколько ссылок на них. Мы тем временем остановились на обед. О популярности Кругобайкальской железной дороги здесь говорит практически все. Вышли в первом попавшемся месте, встретилось кострище, да и для того, чтобы найти немного дров, приходится побродить по берегу. На берегу, да еще и у костра, довольно жарко, поэтому место для обеда присмотрели в тени невысоких берез, рядом с которыми нашлась и старая скамейка. Обедали мы рядом с мысом Ивановским, обойдя который, проходим бухту Ивановскую и держим курс на мыс Половинный. В глубине бухты видны два маленьких поселка – Ивановка и Пономаревка. Изначально такие поселки были построены для обслуживания КБЖД. Сейчас в Ивановке находится лаборатория Института ядерных исследований,
которая при помощи Байкальского нейтринного телескопа, расположенного напротив бухты на глубине около километра, исследует эти самые нейтрино, поступающие из космоса, чтобы узнать о космосе больше. После обеда жара стоит лютая. С нас под ручьями течет. Вышли на мысе Половинном отдохнуть в тени от березы. Сейчас где-то прошли после обеда, уже невозможно, жарко. Половинный довольно крупный мыс, сильно вдающийся в воду. Для того, чтобы проложить через него железнодорожное полотно, был проделан тоннель, который стал самым длинным на КБЖД – 778 метров. В основании мыса приютился поселок Половинное. Там же в Байкал впадает река Большая Половинная, через устье которой перекинут мост. Сегодня как-то особенно жарко, немного устали. На данный момент к 4 часам вечера мы уже прошли около 25 километров, поэтому решили начинать искать место для ночлега. В этот раз повезло. Первая намеченная стоянка и сразу нам понравилась. Правда, в основном они обустроены пешими туристами, поэтому подъемы со стороны воды очень крутые и высокие. Байдарку решили не поднимать и спрятали ее за береговым валом. Стоянка находится рядом с одним из тоннелей. Я решил мельком его осмотреть. Каждый кирпичик, из которых он сложен, сделан руками людей, строивших эту дорогу. Делались они прямо на месте, из скал, сквозь которые тоннель и пробивался. Сложно даже представить, сколько труда было вложено в это строительство, учитывая, что подобных сооружений сотни. Пока солнце не зашло за горы и не наступила вечерняя прохлада, сходили искупаться. Последние несколько дней по ночам стало заметно холоднее, уже приходится ночевать в термобелье, хотя поначалу даже по ночам было очень тепло. Утром встали, как обычно, в 6 часов. На завтрак согрели готовую кашу с мясом, которую покупали еще в Сах-юрте. Только было начали собираться, как увидели огромную тучу с большой скоростью, идущую на нас с востока. Я предположил, что она может принести сильный ливень, поэтому мы вернулись в палатку и стали ждать. Меньше чем через час туча добралась до нас, но дождя не принесла. Оказалось, что это густой туман. Отдохнув на час больше, чем обычно, по-быстрому собрались и отправляемся в путь. Судя по всему, огромное облако тумана на юге Байкала встретило препятствие в виде хребта Хамар-Дабан, потому что ветер не разгоняет его, а мы с помощью ветра догнали туман и теперь идем сквозь него. Как и в прошлый раз, чтобы не сбиться с курса, идем вдоль берега, не теряя его из видимости. Потихоньку подошли к станции Маритуй и одноименному поселку. На берегу встречаются старинные постройки из камня, да и сам поселок далеко не новый, поэтому в таком тумане вспоминается сюжет из какого-нибудь современного фантастического фильма, когда, зайдя в туман, герои попадают в прошлое. Когда прошли поселок, туман очень медленно начал рассеиваться, постепенно поднимаясь от воды к верхушкам гор. На отдых решили остановиться на мысе Киркирей. К этому времени туман впереди рассеялся, но позади нас еще оставалась густая пелена. Несильный ветер продолжает дуть в попутном направлении. Идем хорошо.
Сейчас мы проходим скалистый обрывистый участок, на котором тоннели идут один за другим. В этом месте Алхинское плато с наибольшей крутизной обрывается к Байкалу. Высота некоторых скал достигает 350 метров. Помимо тоннелей и живописных утесов, взмывающих на невероятную высоту, берег здесь буквально пестрит различными сооружениями. Через реки и ручьи перекинуты каменные и железобетонные более современные мосты. В местах, где существует опасность схода лавин, оползней или осыпей, к скалам прижимаются защитные галереи. Там, где есть вероятность обвала скал, построены укрепительные и подпорные стены, которые порой видны очень высоко над железной дорогой. В очередной раз поражаемся тому, в каких масштабах и с каким трудом все это строилось. Заметили, что с прошлого нашего визита на Байкал поезд, а точнее рельсовый автобус «Нерпочка», заметно подрос. 3 года назад он состоял всего лишь из одного вагона, а сейчас их 3. Но, говорят, и пассажиропоток на КБЖД с каждым годом существенно увеличивается. Обходим мыс Столбы и поглядываем на берег в надежде найти удобное место, чтобы остановиться на обед. Не найдя ничего подходящего, прошли до мыса Шарыжалгай. Там есть отмеченная стоянка. Как обычно, стоянка находится на высоком берегу, однако здесь есть кострище, хоть мы и готовим на горелке, а рядом с ним бревно, на котором можно посидеть в тени березы. Через мыс проходит один из тоннелей. За мысом Шарыжалгай возвышается крупная скала, именуемая Птичьим базаром. Здесь прямо на скале гнездится крупная колония серебристой чайки. Весной и в начале лета путешественников, идущих по КБЖД в этом месте, сопровождает гогот сотен птиц, чье спокойствие они нарушают. На последних 2-3 десятках километров Кругобайкальской железной дороги баз отдыха начинает встречаться гораздо больше. На берегу видны прогуливающиеся или загорающие туристы, кое-где встречаются оборудованные места отдыха в виде беседок, да и в целом уже заметно, что мы приближаемся к довольно крупному населенному пункту. На воде тоже постоянное движение, проезжают и катера с туристами, и местные рыбаки. Тем временем начинает близиться вечер. Чтобы наверняка найти себе место для ночлега, наметили 3 стоянки. Учитывая, что людей становится все больше, часть стоянок может быть занята, поэтому хотим ходовой день сегодня закончить пораньше. Надеемся, что какую-нибудь стоянку первыми сможем занять мы. Физкульт, привет! Однако, несмотря на довольно раннее время, около 4 часов вечера, некоторые стоянки, даже которые мы не рассматривали в качестве места для ночлега, уже были заняты. Из числа тех, что мы наметили себе, не все оказались полноценными стоянками. Пару раз встретились миниатюрные беседки, расположенные вплотную к железнодорожному полотну. Некоторые даже не стали проверять, поскольку с воды к ним из-за крутых обрывистых берегов не подняться. Таким образом, потратив на поиски стоянки чуть больше часа, подходим к поселку Ангасольское. На его окраине на небольшой лужайке оказалось очень хорошее, более-менее оборудованное место, на котором мы и расположились. Пока не началась вечерняя прохлада, искупались, а после отдыха начали готовить праздничный ужин в виде блинов. Отсюда до конца маршрута нам остается пройти всего лишь около 12 километров, и завтра днем, хотя в это еще даже не верится, мы будем в Слюдянке, поэтому и решили таким образом отпраздновать приближающееся завершение нашего маршрута.
Пожалуй, единственным минусом в приготовлении блинов в походных условиях является время, которое уходит на их выпечку. Мы используем готовую блинную смесь, блины получаются толстыми. На приготовление одного блина в среднем нужно около 10 минут, поэтому садимся ужинать уже в надвигающихся сумерках и вечерней прохладе. Утро последнего дня в этом путешествии начинается с тщательных и неторопливых сборов. Поскольку по ночам стало довольно прохладно, на тенте и футпринте палатки накапливается влага в виде конденсата и росы. Их нужно тщательно просушить, чтобы палатка не испортилась. Хотим все упаковать и не доставать ничего лишний раз из сумок до самого дома. Воздух утром более прозрачен, поэтому отсюда, от Ангасольской, хорошо виден город Слюдянка, конечный пункт нашего маршрута. На момент выхода висит низкая облачность, но вскоре ветер начинает потихоньку разгонять ее, и берега вновь заливаются солнечным светом. Обойдя мыс Ангасольский, идем вдоль берега. Прошли первые километры и вышли на передышку на мысе Сосновом. Пока отдыхали, решили идти от Соснового сразу в сторону мыса Шаманского. По прямой это около 6 километров. Справа от нас в глубине залива Култук на берегу виден одноименный поселок. Чтобы не тратить время, близко к нему не подходим. Сегодня нам еще предстоит найти в Слюдянке жилье до поезда. Примерно через час после того, как вышли от мыса Соснового, подходим к мысу Шаманскому. За ним вдалеке сверкает белизной мраморный карьер. На берегу растянулась вереница палаток с отдыхающими. Обойдя мыс, направляемся в сторону берега. Хотим как можно ближе подойти к городу и при этом не попасть в самую гущу людей. Сейчас, летом, это, конечно, дело непростое. Но, тем не менее, вскоре нашли себе маленький клочок берега. Выходим. Вот и все. 25 дней сплава позади. Мы в Слюдянке. Как ощущения, Ваня? Я устал. Домой хочешь? Хочу домой очень сильно. Я тоже хочу. Таким образом, за 25 дней сплава нами на своих руках было пройдено около 670 километров вдоль западного берега Байкала. Без сложностей на маршруте не обошлось. Палящее солнце, жара или наоборот ветер, гонящий высокую волну, постоянно испытывали нас. Но все же сейчас мы можем сказать, мы прошли Байкал с севера на юг. Друзья, если вам понравился фильм, подписывайтесь на наш канал на YouTube, в группы ВКонтакте и Telegram. Также наши фильмы можно посмотреть на канале в Дзене. А сейчас откланиваюсь. До скорых встреч!